Друзья, всем привет! Продолжаю делать это турбореактивное нечто. Даже я не знаю, что в итоге получится, но очень интересно. Ох уж эти самоварные технологии. Кстати, вот это дело перфекционистам очень не понравилось. Но я уже все исправил, друзья. Полюбуйтесь, какая роскошь теперь. И еще одно страшное место залепил карбончиком. Турбореактивный двигатель уже довольно-таки неплохо сюда становится. Проверял, кстати, работает. Это очень хорошо. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Нужно сделать корпус, в котором будет находиться все оборудование. Чтобы сделать пробочку, придется заняться токарными работами по нержавейке. Пруточек нашелся очень длинный, болгарить его не хочется, поэтому буду отрезать потихонечку отрезным резцом. Погнали! На маленьких-маленьких оборотиках потихонечку-потихонечку. Пошла подача, странно, даже не пищит. Возможно, это не нержавейка даже. Вылет, конечно, космический. Но из-за этого оставил небольшую шейку, где-то примерно 1,5 сантиметра, и я думаю, что можно уже отломать. Тяжко идет. Но, как бы, прогресс-то налицо. Токарка 80-го левела. Ну вот. Нет, все-таки определенно это нержавейка. И по цвету, и по запаху, и по тому, как режется. Уже можно сказать, что наполовину готова заготовка под кокон. Не знаю, как по-другому назвать эту деталь. В общем, оно будет пристыковываться вот сюда. И внутри надо постараться организовать, расположить все необходимые компоненты. Нашел болваночку, очень сильно напоминающую нержавейку. Сделаю с нее универсальный насадок на резьбе, который будет крепиться вместо сопла. Конечно, придется перетереть в стружечку. Ну а куда деваться? Возьму новенькую сандвиковскую пластинку. Они очень хорошо идут по нержавейке. Потихонечку пошел процесс. Пластина новая, надеюсь, хватит надолго. Нержу, конечно, не очень приятно обрабатывать, но куда деваться от нее. Вот так по нержавейке, друзья, режет станок с прямым приводом. То есть у меня выкинута коробка передач полностью, и движок напрямую крутит шпиндель. В передней бабке есть понижайка 1:8. Вот ей пользуюсь. Если бы еще 1:4 было, вообще было бы круто. Деру внутрянку резцом по алюминию. Вот так берет оно его. Пищит, конечно, но берет неплохо. Итак, вот эту штуку, тут надо, правда, еще поясочек сделать, мы поставим на двигатель. Ну, а здесь я сделал разъемное соединение на резьбе. Одну часть приварю сюда, ну, а другая будет служить каким-либо подключаемым устройством. Так, ну, в общем, внутри я уже сделал корку. Сейчас сделаем такое вот замечательное осиное гнездо из стеклотканки. Сразу отрезаю. Так вот, целым рулоном. Рулончик заканчивается у меня первый из 5 подаренных Алексеем. Но еще есть 4 штуки. Это круто. Хорошая стеклоткань. Она грубоватая, для моделей она не особо. Но во всех остальных случаях она просто супер. По технологии, так сказать, лепила-мазала. Здесь вот скотчем защитил, чтобы можно было выбрать часть пенопласта. Размешал 200 грамм целых. Значит, как она здесь будет? Да вот так прямо. Раз, так.
Так, ладно, вроде бы хорошо получилось. Не буду я третий слой делать. Пришло время малярки. Тут у нас крупное серебро. Нужно покрасить вот эту вещь. Опять будет кэнди. Стартуем. С этими покрасками вечно какие-то 100 500 операций. Придется через все пройти. Погнали? Погнали. Вот что в конечном итоге у нас получилось. Высохла корпусинка, сделал уже отверстие под выход оборудования. Сделал даже 2 батареечки, будет запитываться от 2С. Сделал 2 как раз под этот комплект. Ну и серводатчик нужен нам с беком. Бек — это миниатюрный источник питания, который будет понижать с 8 вольт до 5 требуемого для вот этого вот серво и для мозгов. Короче, ладно, ребят, надо как-то все это распределить теперь, вставить вовнутрь, собрать, и уже, наверное, мы сможем немножко протестировать. Но вот эта штука мне вообще нравится, как получилось. Прям загляденье. Красота, говорят, страшная сила. Да, это так. Сделал всю необходимую разводку. Осталось только подключить батареечку, и можно стартовать. Все до сих пор недоумевают, что же это такое. Но, ребята, успокойтесь, я и сам не знаю. Ну, вот оно уже готово. Вот что получилось. Бачок из чайника, как вы понимаете, получился очень вместительный. Большая горловина и легко начислять керосин. Мне кажется, сейчас литр войдет, он даже его не почувствует. Получилась турбореактивная рука. Сейчас будем ее запускать и пробовать. Надеюсь, сразу запустится. Сколько можно? Без монитора, чисто по опыту. Так, включаем. Надо газку. О, что-то пошло. Газ не зажигается. Так идет вроде. Да, газ не запустился. О, запустился. Кондиционер, здесь ветерочек такой хороший. Керос закончился. Да блин, была бы нормальная площадка, можно было бы, наверное, повыше поподпрыгивать. Это вообще-то средство 1000 применений. Можно делать все, что угодно. Любые капризы можно выполнять.
Основная цель устройства такова. Первое, это надувать воздушные шары. Ну, не знаю, будет ли доступ к этому. А последующее, вот к этому фланцу можно подключать что угодно. Любые сопла, любые насадки. И использовать такой мега-газогенератор в портативных каких-то целях. Когда нужно вот здесь и сейчас, не нужно ничего протягивать. Просто берешь, включаешь его и вырабатываешь адское количество энергии воздушной. Ну, конечно, тут сгоревшие газы, ну, не воздух, но не суть. Расход здесь газа очень большой. Тепловая мощность здесь около 80 киловатт. Может быть, самое первое, на чем испытаю, это на каком-либо турбогенераторе. Ну, а там посмотрим, друзья. В общем, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. С этой штукой мы еще, поверьте, никак не закончили. Она будет присутствовать в моих видео периодически. Всем пока, до новых встреч!